Скажи, какие эмоции ты получаешь от этой картины? Счастье, смех, радость, а здесь страх, пустоту, одиночество. Ох, уберите это, мне и в жизни этого хватает. Покажите лучше еще раз крокодильчика. Интересная реакция. Что бы это могло значить? Начнем с того, что наш мир содержит в себе большое многообразие цветов, и каждый цвет может по-разному влиять на человека и даже помогать ему на своем пути. Поверишь ли ты, если я тебе скажу, что футболисты в красной форме выигрывают чаще? А это так. Ученые думают, это связано с тем, что красная форма может вызывать бессознательную реакцию болельщиков, а сама команда может чувствовать себя более уверенно в красной форме, а ее противники, наоборот, менее. Дома цвет стен может поменять настроение, но если вы не хотите делать ремонт, то можно добавить его с помощью искусства, а именно картин. Наш мир с каждым днем становится все более и более технологичным, но несмотря на это, природа вдохновляет гениев искусства творить чудеса. Художник может запечатлеть на своем рисунке мельчайшие подробности – дуновение ветра на маковом поле или, например, прекрасный морской бриз на море, где вы жили раньше, или падающего камнем мощного орла в погоне за своей добычей, которого вы каждый день наблюдали из окна, когда жили все лето у бабушки. Все эти проявления природы будут будоражить наши воспоминания. Они никогда не перестанут завораживать и дарить вдохновение, превращаясь в выдающиеся творения искусства. Ученые из Британского университета выяснили, человек, который наблюдает сцены природы, после стресса намного быстрее остальных приходит в норму. Сейчас сосредоточьтесь на своих ощущениях. Скажите, возможно ли здесь чувствовать обиду или раздражение? Изображения деревьев и озер позволяют нам сосредоточиться. Это подтвердили итальянские ученые из университета Падуи. Зеленые листочки, веточки, цветы и прочая благость помогают вернуть себе способность сосредоточиться. Имейте это в виду, если придется готовиться ночью к экзамену или писать отчет. Может быть, сэкономите на кофе. А если изображение на картине хотя бы отдаленно напоминает место, где вы жили счастливо, то всякий раз, проходя мимо нее, подсознание будет реагировать и воспроизводить эти моменты радости у нас в голове. А ведь именно работа с подсознанием помогает в корне изменить нашу жизнь. Друзья, а перед началом следующего блока я хочу сказать вам, что сама являюсь художником и буду очень рада украсить вашу жизнь своими картинами. Ссылку на мой инстаграм вы найдете в описании под этим видео. Изображение животных привлекает внимание потребителя, увеличивая продажи с точки зрения маркетинга. Вот пример. Вот этого кота мы увидели на входе в зоомагазин. Мы сначала долго стояли, улыбались, глядя на него, и нам, конечно, захотелось подняться и посмотреть, что там внутри. Мы поднялись в этот магазин и, конечно, остались очень довольны. Лучший способ подбодрить себя – подбодрить кого-то другого. Например, моему другу недавно было очень грустно, и я как раз подарила ему картину с изображением улыбающегося животного. Не гонитесь за счастьем,
Оно всегда находится в тебе самом. Хочу сказать, что животные живут в настоящем моменте, и они всегда могут быть счастливы просто так. Для них счастье – это светлое солнышко, дуновение теплого ветра, вкусный корм. Глядя на картины счастливых, улыбающихся животных, мы подсознательно вспоминаем всю простоту природы и то счастье, которое уже заложено в нас внутри. Научно доказано, что глядя на изображения животных, поднимается уровень гормона счастья – окситоцина, гормон нежности, любви и доверия. Животные помогают нам верить в счастье. Человек перестает чувствовать себя одиноким, когда в доме висит изображение животного. Мы начинаем чувствовать единение с природой. Еще приятно повесить такую картину в прихожей. Особенно помогает это одиноким людям. Появляется приятное ощущение, что вас ждут дома и что теперь вы не один. Кто умеет дарить, тот умеет жить. Французская поговорка. Одним из лучших способов стать волшебником и снова поверить в чудо – это стать его автором. С каждым близким человеком нас связывают счастливые моменты. Запечатлив такой момент, например, на картине, можно подарить его своему дорогому человеку – родителям, брату или сестре, подруге или любимому. Ученые давно доказали, что, видя изображение счастья и радости на лицах близких людей, мы вновь и вновь переживаем эти радостные моменты и сами того не подозревая, делаем жизнь лучше и своим близким, и себе. По сути, это работает как молитва. Каждый раз, глядя на такое изображение, мы подсознательно посылаем лучик света тому, кто на нем изображен, и даже себе. А если картина была подарена любимым, то они еще чаще вспоминают нас, и кажется, что мы всегда рядом. Маркетинг – это искусство убеждения. Недостаточно просто сказать «купите это». Вместо этого нужно играть на эмоциях. А может быть, ваше произведение имеет очень практичное значение? Например, вы продаете одеяло или шарф ручной работы. И чтобы показать всю ценность, повесьте на самом видном месте картину с изображением женщины за ткацким станком. Показав людям, как было сделано изделие, вы даете им возможность проникнуться глубже в вашу работу, и они станут больше ее ценить, понимать ее ценность и захотят ее приобрести. Или, например, если вы продаете масло холодного отжима, покажите изображение солнечных полей, на которых росли эти растения. Ваши продажи обязательно вырастут, и вы принесете огромную пользу миру и здоровью людям, купившим ваше масло. Если у вас студия танца, то изображения успешных танцоров в красивых позах поднимут общий настрой. Глядя на них, люди будут стремиться к успеху, а вы привлечете новых клиентов. Повесьте в комнате у сына хоккеиста картины с изображением известных хоккеистов, и его успехи не заставят себя ждать. А для занятий йогой подойдут изображения успешно выполненных асан. Именно так картины и меняют нашу жизнь.